Итак, мы находимся в сердце Германии, в секретном бункере, помещении, где сейчас находится команда Na'Vi и команда EG и несколько представителей других команд. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще сюда попал и что вы здесь делаете? Ну, посадили всех в машину, завязали глаза, сказали, короче, не двигаться, иначе застрелят. Везли где-то час. Потом заехали в темный гараж, сняли мешки, завели в комнату и посадили к компам, приковали вон парней наручниками и сказали, играйте на потеху. Вот, как гладиаторы в Риме, только теперь современные гладиаторы. Вы видели в обзорном виде арену, которая у нас здесь. Ну вот, собственно, вот так вот мы сюда и попали, вот этим здесь мы и занимаемся. И только один выйдет такой. Я не знаю, кто у нас вот это показывает. А Херстон забрали? Да. Я вообще думал мобилы забрать у пацанов. Мы где-то на определенный день буткемпа, просто я сильно с ними так серьезно поговорил, мы все друг друга выплеснули накопившиеся эмоции. И мы договорились, что во время, вот как только идет тренировка, пики и все остальное, люди уже не табаются, не играют во всякую левую шваль. Ну, я вижу, вы таки серьезно настроились. Ну, первые пару дней играли на расслабоне, как привыкли, как обычно, но потом взялись серьезно. Хорошо, расскажи про буткемп, который у вас начался в начале, в середине, получается, июня. Он был в Кёльне, да? Вот расскажи, что там происходило. Я знаю, что ты туда поехал. Ну, он продолжается. Мы, получается, все приехали где-то около 18-19 числа в Кёльн. Нам ESL, собственно, Turtle Entertainment предоставил место для проведения, очень удобно, недалеко от отеля, где мы остановились. Мы просыпаемся вместе, идем, собственно, на место проведения, смотрим реплей и играем. Вот в таком режиме мы прожили где-то 8 дней, потом приехали сюда на ESL. После ESL вернемся и будем буткемпиться дальше. А сколько часов в день вы посвящаете именно тренировкам? Тяжело сказать. Вместе с реплеями, вместе с обсуждением, мне кажется, около 8 часов. Ну, если учесть еще то, что мы во время прогулок и обедов тоже, в принципе, обсуждаем доту, то до 14 часов. Да, это много. Многие заметили... Стараемся не перегореть, то есть нормально. Многие заметили, что вы начали буткемп, это было видно по играм на D2CL, там, где вы очень хорошо обыграли две команды, Fnatic, но в финале не совсем сложилось EG. И с EG вы будете встречаться здесь, и до этого EG проиграли, то есть такой вот луз-стрик конкретно этой команде. Можешь что-нибудь сказать по поводу этих всех событий? Ну, игры на D2L действительно получились хорошие, особенно после того, как парни серьезно взяли за голову. А против EG, я бы сказал, что драки были очень равные, но все равно не может быть где-то какой-то прокол в пике, может быть где-то прокол какой-то в индивидуальных действиях. В конце концов, это онлайновые турниры, парни вроде бы не хотели сильно новых наработок показывать, но и хотели отыграть достойно, возможно, старыми какими-то героями. Та же Квапа на миде, которую сейчас мы видим все реже и реже, а парни решили, давайте возьмем, попробуем. Вот. Соответственно, не дотянули чуть-чуть, хотя дрались хорошо, мне кажется. Ну вот ESL One, который сейчас проходит здесь, во Франкфурте, это последний турнир перед Интернешнлом, и многие вот думают, там будут ли команды там разные, не только Na'Vi, полить какие-то страты, наработки, или все-таки они будут играть на, не знаю, более закрыто, скажем так, чтобы во всю силу проявить себя на Интернешнле. Что ты думаешь по этому поводу, конкретно о наших парнях и других командах? Знаешь, очень тяжело говорить о том, что ребята вот все абсолютно заготовки готовят на International, потому что International это в конце концов первые две фазы, это Best of 1. Там действительно там сильно надо удивлять, там могут сработать вот эти, а давайте мы возьмем Хускар-Тускар, будем вкатываться и, короче, стрелами всех убивать. Или давайте мы возьмем там еще 5 пушеров, или давайте мы возьмем 5 керри. И, может быть, проканает, понимаешь? Поэтому о каких-то заготовках, которые вот нельзя, ребята не хотят брать здесь, потому что оставляют на TI, говорить даже нельзя, потому что там будет все совсем сумбурное, мне кажется. Там будут совсем другие даже класс вот этих вот пиков, класс идей, которые хранятся на тот групповой этап. Здесь люди, во-первых, приходят к тому, что да, это single elimination, но это как минимум best of 3 в любом случае. Можно посидеть, поиграть своей размеренной игрой. Тяжело сказать, какая из команд, как отнеслась к этому именно подходу, но я знаю, что парни будут играть так, как им нравится в любом случае.
Но вообще есть какие-то заготовки, они хотя бы планируются, если не практикуются, или это же будет так, а давайте возьмем там хускар, тускар, или там 5, не знаю, снайперов и будем там что-то думать по ходу игры. На самом деле вот есть как раз две стратегии интересные. Ага, так я вам сразу всем и сказал. Нет, я не... Две стратегии? Конечно, О не боже, буду, это же не буду много, как же может две говорить, стратегии? Не буду об этом говорить. То есть ребята тренируют и разные стратегии, и новые для себя герои, которых мы в Пике Нави раньше видели редко или вообще никогда. Вот. По ним отрабатывают новую мету, смотрят, что нынче сильно, вот именно не с той стороны, как они, допустим, к этому могли привыкнуть, а с других именно сторон подходов, как другие команды их используют. То есть, да, новые идеи есть. Хорошо, тогда перейдем от идеи уже к самому турниру. Все-таки хочу тебя пораспрашивать об этом. Это такой достаточно масштабный турнир на стадионе. Первый день почти, ну не сказать, что все забито, но очень много мест. Достаточно интересно. Твои вот эмоции по поводу такого мероприятия? Ну, конечно, потрясающее количество людей. На самом деле, ближайшее к этому я чувствую либо сам International, либо тот турнир, который проходил в MLG, на MLG в Коламбусе, тоже был достаточно масштабный. Отличная атмосфера, постоянно интервью, парней здесь любят, видно, что ждали. На сайнинг сессионы там такой был зерграж, что пришлось чуть ли не вот так вот становиться кругом, защищать их грудью, вот мне и другим работникам ESL. Потрясающая атмосфера. В то же время немножко иногда есть некоторые места, в которых администрация чуть-чуть страдает. К примеру, огромное количество игроков, которые купили себе VIP-билеты, могут просто вот так вот в любой момент подойти к игрокам, прямо к плеер-лаунжу и начинать их там отвлекать от просмотра игр, от обсуждения, от прочего. Это, допустим, небольшой минус, но в остальном все, кажется, сделано очень хорошо. Хорошо, тогда давай перейдем еще. Знаю, что ты сейчас не только менеджер по доте, ты занимаешься менеджментом всех менеджеров или составов, в том числе и нового состава по North America. Поэтому первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься конкретно в Нави, кроме непосредственной обязанности менеджера доты состава? Я, как ты уже сказал, я курирую все составы, работаю напрямую с турнирами, организациями всех этих составов, со спонсорами немножко в качестве спонсорских обязательств, напрямую с менеджерами и с командами. Вот на VUS мы помогали, собственно, их менеджеру организовать им буткемп во Флориде. Они сняли там помещение, они договорились с LAN-центром, мы им помогали снимать отели, билеты, машину на прокат, все вот эти дела. И, собственно, я уже встречусь с ними, когда мы встретимся на 6 числа уже на International в Сиэтле. Дальше будем вести оба состава вместе. Хорошо, но тут такая вот загруженность, она как-то повлияла на твои прямые обязанности? Все-таки многие тебя больше знают как менеджера по доте, или ты там справляешься и с тем, это не особо? Ну, в онлайн-режиме, когда я работал только над составом Dota 2, я не могу сказать, что это у меня была полная занятость. Я вел schedule, я договаривался с всеми организаторами всех турниров, вел еще определенные другие обязанности, медийные и прочее. Но целый рабочий день это у меня не занимало. А сейчас мне как раз фактически полностью добили до полного рабочего дня, за исключением того времени, которое я провожу напрямую на турнирах. Когда я на турнирах, я практически полностью посвящен именно своему основному дочернему такому составу. Ну, опять-таки, я возвращаюсь в отель, и я начинаю уже работать с другими обязанностями. Отвечаю на письма, на скайп, занимаюсь всеми насущными вопросами. То есть такой идеальный сотрудник Нави – это человек, который, во-первых, большой, который может защищать толпы разъяренных зергов, во-вторых, это тот, который может делать много вещей и делать это всегда, постоянно. Ну, переключаться между задачами, не распределять приоритеты, способность быстро переключиться с одной задачи на другую, возможно, где-то отложить, но в то же время не откладывать все в долгий ящик. На первых порах, когда я перебирал эти обязанности, когда парни и другие менеджеры привыкали со мной работать, конечно, были и проколы, конечно, были и недоразумения, но сейчас вся вообще организационная структура в Нави пытается выстроиться по новому образцу и работать налаженно. Это занимает время, но мы в итоге, конечно, к этому придем. Хорошо, тогда, наверное, в заключение хочу тебя попросить, может быть, пожелать что-то фанатам нашим, которые, как ты знаешь, очень эмоционально реагируют на выступления команды. Что бы ты мог сказать им вот прямо сейчас?
Ну, во-первых, всем спасибо, что вы нас поддерживаете. Спасибо, что остаетесь с нами, и когда мы играем хорошо, и когда мы играем плохо. В любом случае, вы знаете, что Нави покажут себя с лучшей стороны, с той стороны, за которую вы, собственно, этих парней и любите. Спасибо, все. На кого рарки будешь ставить? Мне как менеджеру нельзя ставить рарки. По секрету. Я поставил на Virtus.pro. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, следите за нашим репортажем и, конечно же, болейте за Нави. Всем пока. Всем спасибо.